Всем привет, с вами IG Daily. И в прошлом видео мы рассказывали о способах экономии в Германии. Кто не посмотрел еще прошлое видео, вот здесь будет ссылочка на прошлое видео. Это видео неожиданно собрало просто фурор и настоящий холивар в комментариях, который мы постараемся сегодня разобрать. Да, в комментариях случился настоящий баттл мнений. Кто-то говорил, что он точно так же экономит, использует некоторые советы. Другие недоумевали, зачем вообще экономить. А третьи называли это просто жлобство или нищебродство. Поэтому мы решили разобрать комментарии, разделить их на определенные группы и проанализировать, в чем же причина таких мнений. Итак, первая группа – экономия – это нищебродство или жлобство. Хочешь зачитать некоторые комментарии? Да, и я еще называю ее трэш-группа. Какая скучная жизнь у немцев. А другой пишет: какой позор, слава богу, я русский. Третий пишет: даже слушать противно, никогда б не смогла жить в Германии. Если так экономить по вашей системе, то не будешь испытывать никакого комфорта от жизни. И это Германия. Еще один человек пишет: вообще-то, скорее всего, убожество души и низкие доходы. Мои родственники, живущие в Вене, как и мы, живущие в бывшем Союзе, ездят каждый на своем Мерседесе. Благо гараж на 2 машины. А угроза жизни детей, висящих по сторонам от мамы ради экономии на велосипеде, это уже чистый идиотизм. Еще один. Ездить на велосипеде. Я не ездил на нем с детства, зато в России купил 3 машины. Оказывается, я не экономлю ни на чем. Нет или... Ну ладно, катаюсь на машине сколько хочу, не экономлю электроэнергию, не экономлю воду, ем что хочу, живу на берегу Байкала. Мы, оказываемся, живем очень богато. Ну и последний, который мы... Потому что их очень много. Больше 1300 комментариев. 110 тысяч человек посмотрело уже видео, и поэтому, конечно, мы поначалу старались отвечать на все комментарии, но уже там просто уже... Физически у нас потом не хватало уже. Да. Ну и, конечно же, уже потом в конце начались прям совсем трэш-комментарии, которые мы уже и не отвечали. Как можно ехать на работу или учебу на велосипеде? Я пару раз поработала так, кататься вся мокрая. Потная, одежда сбилась, запачкалась, перекрестилась. Как потом в таком виде на работе работать? А если хочется в платье и на каблуках ходить? Тогда что, в платье и шпильки педали крутить? Я явно чего-то не понимаю. Да, многие чего-то не понимают. И таких комментариев было действительно очень много. Это отличный пример когнитивного искажения, когда человек понимает экономию и какие-то понятия, все, о чем мы хотели рассказать в видео, просто через призму своих убеждений, своего опыта. И для них экономия – это как ущемление, ограничение себя в чем-то, а не совсем то, что мы пытались донести. И вся практика, правда, в том, что для немцев экономия в первую очередь не из-за нужды, не из-за того, чтобы... потому что им не хватает оплатить счета и тому подобное. Экономия у них прежде всего для рационального распределения ресурсов из своего бюджета. Они не ущемляют себя в чем-то. И мы, в принципе, тоже экономим на этих пунктах, о которых мы говорили. Да, у нас тоже 2 машины, тоже и Мерседес был, и свой гараж тоже есть. Но вопрос в другом, как бы, конечно, вы можете быть богатым финансовым, но нищие умом, и это большая разница. Например, мы совсем другие ценности прививаем нашим детям. И наш ребенок, наша старшая дочка, она уже побывала более чем в 15 странах в свои 8 лет. И поэтому мы хотим научить наших детей разумно тратить деньги и разумно распоряжаться ими, и на сэкономленные деньги смотреть мир. Потому что мир, он невероятно велик, красив, разносторонен, разнообразен и так далее. И когда мне пишут: вот как вы уехали из Крыма, это же такой рай на земле. Я вам так скажу честно, что мы за эти 11 лет, что мы живем за границей, мы побывали уже в 10 Крымах. Минимум. И в каждом уголке так же красиво, так же классно. Ну, конечно, это не наш дом, но все же есть очень много красивых мест. У каждого свои приоритеты. Для нас не стоит в приоритете использовать все ресурсы на свете,
отапливать дома до плюс 25, не экономить абсолютно на всем, на еде, воде и так далее, но в то же время просто жить обычную, скучную для нас жизнь. Мы лучше меньше потратим на какие-то повседневные жизни, абсолютно не ограничивая себя в чем-то, но мы поедем посмотреть мир, мы поедем в соседнюю страну, мы покажем нашим детям новые достопримечательности, о том, чем отличаются другие культуры, о том, как живут другие люди. И для нас это приоритет, и для нас это наибольшая ценность. Следующая группа комментариев, которую мы выделили, мы назвали «Я тоже так делаю». Эта группа комментариев нам понравилась больше всего. Нам приятно было читать о ваших способах экономии, насколько вы рационально используете свои ресурсы, подходите к распределению бюджета. Мы взяли для себя некоторые идеи, которые тоже будем использовать в нашей повседневной жизни. И это было очень классно посмотреть, сколько на самом деле осознанных людей, сколько людей заботятся о той же окружающей среде, кому не безразлично использование ресурсов и кто живет немного вдумываясь. Да? Можешь тоже зачитать пару комментариев. Да. Так, здесь у нас самый первый комментарий. Я давно так живу. И это не про бедность, а про осознанность. И это правда, это правдивый комментарий, конечно. Человек сразу понял наш посыл, и в принципе это означает, что... Видео мы сделали уже не зря. Да, видео сделали не зря, если у нас такие, скажем так, соратники есть. Следующий комментарий. Скорее всего, это не экономия, а культура потребления. Это отработано поколениями, и этому учиться просто необходимо, особенно в нынешних условиях. Да, это тоже правда. Ваше видео, информация очень понравилась. Очень приветствую немецкое умение экономить. Было интересно, спасибо. Вам спасибо, конечно же, за комментарии и спасибо за ваше мнение. А некоторые поделились также не только своими способами экономии в разных странах, но и что это им дает. Например, один мужчина написал, что сэкономленные деньги на коммунальных платежах он тратит на 10-дневный отдых в Италии. А приобретя Deutschland-тикет на все виды транспорта, ему теперь можно обходиться без автомобиля, и это экономия минус 1700 евро в год. И это еще раз подтверждает, как некоторые писали, чтобы экономить 1000 евро в год, надо тратить десятки тысяч. Нет, этот пример отлично показывает, что не нужно тратить десятки тысяч, чтобы экономить 1000. Конечно, это касается Германии в данном случае. Он просто отказался от автомобиля и уже достаточно экономит на этом. Да. Еще также есть, нам сказали, некоторые способы экономии, которые мы не знали, либо не успели мы в предыдущем видео о них рассказать, и здесь я могу их зачитать также сам. Все-таки видео было 30 минут, невозможно в него внести и рассказать обо всех видах. Это была лишь такая небольшая часть. Живу в Латвии. Самая большая возможность экономить – это готовить дома. Понятно, что это требует времени, но расходы на питание в 3 раза ниже по сравнению с готовой едой и полуфабрикатами в магазинах. Это пункт номер 1 в нашей стране. Это правда. Да, мы можем поддержать этот пункт. Мы действительно дома очень часто готовим. В принципе, я готовлю каждый день. Конечно, мы тоже ходим в кафе, рестораны, не без этого. И большая экономия на еде, в том числе в том заключается, что в супермаркетах можно очень много покупать товаров и продуктов по скидкам. Это не значит, что это товары, у которых истекает срок годности обязательно. Нет, не только. Это может быть абсолютно другие товары. Это могут быть макароны, у которых срок годности еще пару лет. Это может быть кофе. Это может быть оливковое масло, которое можно купить со скидкой 50%, и можно купить сразу несколько упаковок. Или порошки, допустим. Это тоже своеобразная экономия, когда ты покупаешь не обязательно все по полной цене, а если ты знаешь, что ты используешь и расходуешь очень часто этот продукт, этот товар, ты можешь купить его заранее со значительной скидкой, и просто у тебя дома может храниться запасная 1-2 упаковки еще. Это существенная экономия для бюджета, я считаю, да? Да. Потом, бросить курить, огромная экономия. Я хочу от себя добавить, что, конечно же, бросить пить тоже еще большая экономия. И польза для здоровья. И польза для здоровья, да, на самом деле, если человек выкуривает пачку сигарет, а в Германии она стоит, я не знаю, сколько, 10 евро, то сколько вам в месяц надо денег, если вы каждый день выкуриваете по пачке сигарет, можете посчитать. Дальше. Достаточно просто не покупать ненужный хлам. Вы поразитесь, сколько денег сэкономите. Да, по этому поводу у меня есть яркий пример, когда
все смеются, о, немцы ездят, бутылки сдают, там еще что-нибудь. Да, они ездят, они рационально используют это. Кстати, у нас тоже были комментарии по этому поводу, что закладывается цена в тару, и поэтому вы уже заплатили за нее. Да, это нельзя считать экономией. Это нельзя считать, якобы это нельзя считать экономией, но вы можете выкинуть эту бутылку, и тогда вы не вернете эти деньги. Все очень просто. И в этом плане немец, он потом пойдет, не купит себе дешевую куртку, он пойдет себе купит куртку за 200 евро, которая ему прослужит долго и которая будет очень качественная, она будет не промокать, она будет не продуваться. То есть в этом плане. То есть они на чем-то экономят, а с другой стороны они покупают очень хорошие вещи. Ну и, соответственно, они их покупают не сильно много. И мне тоже очень нравится этот пункт. Я не люблю обрастать хламом, я очень не люблю много ненужных вещей. Всегда хочется иметь какой-то минимум, но вещей классных, которые тебе действительно нравятся, которые приносят удовольствие. Потому что мы периодически переезжаем каждые несколько лет в новую квартиру, и тащить это все с собой, это занимает столько сил, столько энергии. Поэтому я предпочитаю иметь только то, что мне нравится, как можно меньше ненужных вещей. Это большой плюс. Тоже я видела один из комментариев, когда человек написал, что один из комментаторов написал, что нам на самом деле не нужно так много вещей. У нас дома стоит сервиз на 30 человек, при этом в гостях больше 10 человек у нас было приблизительно никогда. Нам действительно так много не нужно вещей, сколько у нас есть. Да, еще классный способ, который я много раз сам использовал, это, например, ходить в душ на работе. Это правда, либо ходить в душ в фитнес-зале. Если вы на фитнес ходите, это очень сильно экономит бюджет. Например, если дома моется 2 человека, либо вы идете после работы на фитнес, и там вы принимаете душ, либо на работе. На многих работах есть тоже душ, где можно принять душ и, соответственно, тоже экономить. Это также спортзалы, это бассейны. Многие могут сказать, ну действительно, как я пойду в спортзал и не пойду потом в душ? Да, но некоторые потом второй раз, допустим, идут дома. Это, конечно, выбор каждого. Но вот мы обратили внимание в Германии, у немцев, если они идут после бассейна в душ, они не просто споласкиваются, да, если они идут в воскресенье. Они основательно берут с собой маски для волос, они берут вот какой у них весь ритуал дома, допустим, после душа вечерний, да, они все эти баночки, все берут с собой, полностью делают полноценный такой уход, можно сказать, с собой, и заменяют поход в душ дома тем, что они уже сходили после бассейна, допустим, в душ. Точно так же не только сами, но и детей. Третью группу комментариев мы назвали «Вы все не так поняли». Пожалуй, это была самая интересная группа комментариев, и многие люди, к сожалению, восприняли наше видео слишком буквально. И хотя название было достаточно четко, как способы экономии немцев или способы экономии в Германии, некоторые восприняли это видео на свой счет. Можешь зачитать несколько комментариев. Да. Не забывайте, у нас даже в Эстонии температура 10-15 градусов в минус на протяжении декабря, января, февраля. Это в лучшем случае, а то и минус 20, и минус 30. И если дома температура будет даже плюс 19, то будет некомфортно. Хоть шубу одевай, а дыханию будет тяжело. Посмотрела бы, как вы бы, носочки и кофточку, а изо рта шел бы пар. Ну, да, конечно же, наше видео не призывает ни к каким действиям. Если вы живете где-нибудь в Сибири, на Аляске или еще где-нибудь, возможно, вам наши советы и не подходят. Ну, это даже не советы, это была выдержка, как экономят немцы. Если отопление зимой 19, то вы все покроетесь черной плесенью. Надо хорошо топить, воздух сухой, плесень не растет. Здоровье дороже денег. Ну, я тут не знаю, что... Но мы, конечно, не можем не согласиться с тем, что здоровье дороже денег, поэтому экономия никогда не должна быть в ущерб здоровью. А какая она лично для вас, это должен решать каждый. Ирония в том, что в нашем видео не было призыва к действию. Мы не говорили, что отключайте ваше отопление, надевайте носочки, заваривайте теплый чай, и будет вам счастье, вы сэкономите на этом 1000 евро. Нет, конечно же. Это были лишь примеры, которых мы наблюдали, живя в Германии все эти годы. Они также не могут касаться всех немцев. В Германии проживает более 80 миллионов человек. Невозможно, чтобы каждый человек использовал все эти способы. Это лишь наши наблюдения. И, конечно же, это
не советы, ведь нас смотрит достаточно много зрителей, особенно это видео просмотрели многие. И все эти пункты не могут подходить всем, потому что все живут абсолютно в разных странах, у каждого своя ситуация и даже климатические условия. Поэтому, когда вы смотрите любую информацию, пожалуйста, фильтруйте ее и адаптируйте под себя. Берите то, что вам подходит, а то, что вам не подходит, значит, оно вам просто не подходит. Это не для вас. Следующая категория зависит от ситуации. Мы заметили, что некоторые действительно пишут комментарии и экономят из-за нехватки средств. Это абсолютно нормально, в настоящее время у каждого разная жизненная ситуация. Но очень интересно было пронаблюдать, как некоторые люди тоже обобщают, например, либо когда они говорят о себе, они считают, что и у многих тоже так. И вот был один очень яркий такой пример. Мы увидели 2 комментария, они абсолютно одинаково начинались. Да? Да. Вот, можешь тоже зачитать их. Да. Живу в России, отопление дровами, езжу на велосипеде, на работу пешком, жена ушла, машины нет, подстригаюсь немецкой машинкой, сплошная экономия, зарплата примерно 400 евро. Но можно ли это назвать жизнью? Да, это яркий пример того, что человек экономит именно для того, чтобы прожить, чтобы выжить ему. И одновременно так же самое начинается другой комментарий от другого человека. Живу в России, зимой дома плюс 25, хожу в футболке, когда на улице минус 25. Зарплата позволяет мне экономить на коммунальных платежах. Мы хотим сказать, что каждый может сделать свои выводы даже по нашим комментариям. И как нам показалось, это видео было не столько о нас, не столько о жизни в Германии. Для нас она была как лакмусовая бумажка, которая показала и рассказала больше о вас, о зрителях, потому что вы поделились своими историями, своим даже отношением к этому видео. И по вашим эмоциям, по вашим реакциям можно составить очень хорошую картину. Так сложилось, что это видео было показано YouTube в большей части жителям, которые живут в России, в Украине, в постсоветских странах, а не только тем, кто живет в Германии, которые могут оценить, насколько мы правдоподобно рассказали, да, об этих способах экономии. Поэтому, если вам тоже интересно, зайдите в комментариях, их больше 1000 под прошлым видео. И я думаю, вы вполне сможете составить свою собственную картину о том, как люди экономят, как они относятся к этому, насколько осознанно они относятся к потреблению и насколько эта тема для них актуальна, либо они до нее еще, может быть, не дошли, а может быть и не дойдут никогда. Но для меня здесь, опять-таки, яркий пример того, как люди не умеют распоряжаться ресурсами, если ресурсы, в принципе, безграничные у страны. Но они не безграничны у нашей планеты, и да. не каждый, к сожалению, это понимает. Если считает, что конкретно у них они безграничные, то нужно смотреть немного шире и дальше. Да, и когда, например, зимой 25 градусов, даже летом для меня это уже такая не сильно, скажем так, комфортная температура, и зимой в 25, и ты выходишь в минус 25, это не может никак быть хорошо для вашего здоровья, такие перепады температуры, над этим тоже нужно задуматься, правда ли это. И, конечно же, когда сильно пересушенный воздух, это очень-очень плохо для вашего здоровья. Для этого тоже надо задуматься, если ваши дети без конца болеют. Еще я бы хотела отметить 2 комментария, которые мне тоже очень понравились, от 2 девушек, кстати. Одна из них написала, что она тоже давно экономит, что для нее это способ жизни, но не из-за того, что у нее нехватка денег, а потому что у нее абсолютно другие цели. Например, она написала, что она научилась сама себе делать маникюр, по-моему, окраску волос и так далее. И взамен этого она может работать в неделю не 5 дней, а 4. То есть она выбрала экономить на каких-то дополнительных услугах, которые она может делать для себя сама, но в то же время она выбрала больше отдыхать и меньше работать. Это тоже очень классный пример, когда экономия — это не про ограничения, это наоборот про свободу твою. И это твой личный выбор тогда. И следующий комментарий, даже это был, наверное, совет от девушки. Она написала, что вот я тоже экономлю, и все сэкономленные средства, экономленные деньги я перевожу на отдельный счет. И тогда в конце года у меня набегает приличная вполне сумма, которую я могу потратить на то, что мне хочется, на то, что мне приятно. И это тоже очень классный совет, когда ты видишь, что ты сэкономил. Не тогда, когда ты просто
экономишь, и эти деньги сразу же тратятся на что-то другое, да, тогда может быть немного даже грустно, не знаю, от этого кому-то, кто воспринимает это как нищебродство, как говорят, как узкость ума и тому подобное. Человек вполне видит, что он сэкономил, и что в конце года он может купить классные подарки на Новый год, например, своим родным, близким или себе. Поэтому этот совет тоже возьмем на вооружение. Да? Да. Поэтому большое спасибо за все ваши комментарии. Они показали, насколько мы все разные, насколько у нас разная жизнь, разные приоритеты. И это очень классно. Поэтому подписывайтесь на наш канал, берегите себя, свое здоровье и свои финансы. Не забывайте ставить колокольчики, потому что у нас на канале уже очень много людей, а видео все равно на прошлых двух не сильно много просмотров, чтобы сразу у вас высвечивалась информация о том, что вышло новое видео, чтобы вы первыми узнавали информацию. Также пишите комментарии, нам очень было приятно на них отвечать, очень было для нас интересно, очень мы всего много нового для себя открыли. Еще раз повторяю, извините, если мы всем не ответили, потому что комментариев было невероятное количество. И продолжайте нас смотреть. Спасибо большое. Всем пока. Пока.